Добро пожаловать на первый день первого этапа нового сезона LCS. Меня зовут Артур, я редактор Gambit Gaming, и я буду вести для вас репортаж с этого мероприятия. И в первую очередь я хотел бы взять интервью нашего лесника, Даймонда. Новый сезон, множество новых команд. Что ты вообще думаешь о предстоящих битвах? Предстоящие битвы будут труднее того, что было в предыдущих сезонах, я думаю, поскольку уровень команд поднялся, появились новые команды, которые являются более сильными, нежели были предыдущие, например, Копенгаген Вульфс или те же Альянс. Альянс, считаю, лучшей версии предыдущих ЕГЭ. Думаю, будет посложнее, посмотрим, надеюсь, что прорвемся. Тебе предстоит играть не только против новых команд, но и против новых лесников, таких как Шук, Импейлер, Amazing. Что ты вообще мог бы сказать о каждом из них? Думаю, что они отличные лесники. Особенно думаю, что Шук лучший из них. Для меня будет намного интереснее играть против них, нежели чем я играл против других лесников в предыдущих сезонах ЛКС, потому что там не было, по-моему, никого из сильных. Теперь будет настоящая битва. Я думаю, зрители, которые изголодались по League of Legends во время перерыва на европейской и американской сцене, следили за OGN. И я в том числе, я заметил, что корейские игроки начали играть на таких героях, как Казикс, Ривен, персонажи, которых мы до этого видели, если не видели, то редко. Что бы ты вообще мог сказать об этих чемпионах и их использовании на этой позиции? Думаю, что Казикс как лесник весьма неплох, он чистит лес весьма быстро, его ганги в начале очень сильные, так же как и файты 2 на 2, 1 на 1. У него есть слабые моменты, например, то, что он лютый сквиш, то, что если его не нафидить, а тем более если он нафидит или его команда, то у него будет все очень плохо. Но у него есть вариантабельность, скажем, он может эволвить Кьюшку, Ешку, Вэшку для разных необходимостей в команде в тот или иной момент времени. В принципе, он не так плох, но он не лучший лесник, по моему мнению. Что насчет Ривенки? Она фиговый лесник. Она хороший лайнер, и единственное, что у нее есть в плане лесника, это крауд-контроль, больше ничего. То есть у тебя есть две причины ее пикнуть. Либо ты хочешь действительно лесника с крауд-контролем, у которого кроме этого ничего нету, и мобильность небольшой, не знаю, зачем это нужно. Либо помимо этого ты хочешь забрать его у врагов, что, я думаю, являлось самым решающим фактором для людей, которые ее пикали. Еще одна интересная вещь, которую я заметил, это сборка на Элис. Я нередко видел, что, не помню уже, какие именно игроки это делали, но они сразу после мачете, после первого бэка брали на нее Sork Shoes. И как бы ты вообще мог прокомментировать такое решение? Связано ли это с их более агрессивным стилем игры, желанием помочь своим лайнам или чем-то другим? Думаю, что это отличное решение в плане того, что когда ты играешь за Элизу, у тебя по сути есть три кора-айтема. Это Сорки, джангл айтем танковый и масочка. И, возможно, еще локет. Там уже другие итемы пойдут позже, потому что они дорогие по сравнению с этими. Поскольку если тратишь джангл танка айтем, ты не покупаешь полезных итемов первые 3 бэка примерно. Потом ты начинаешь быть полезным. Если ты покупаешь с первого бэка сорки, у тебя, во-первых, повышается возможность, сила в драках и так далее. Во-вторых, в принципе, это и есть самая веская причина, почему их нужно покупать, иначе тебя могут аутдуэлить всякие лесины и прочие лесники очень легко. Если ты покупаешь, апгрейдишь джангл айтем промежуточный, который, по сути, тебе ничего не дает ни на ганках, нигде, ни в драках, ничего не дает. Это хорошее решение. Давай сейчас под конец дойдем немного от темы League of Legends, LCS и поговорим о другой игре, в которую ты играешь довольно-таки успешно, при этом именно Hearthstone. Ты каким-то образом добрался до 4-го места в европейском ладере. Как тебе это удалось и какие вообще у тебя впечатления об этой игре? Эта игра весьма клевая для того, чтобы проводить время, когда ты, допустим, ждешь в кью, которое у меня часовое порой, для того, чтобы, когда нечего делать, развлечься. Мне нравятся игры не именно Изначально карточные игры мне не очень нравились, такие как МТГ и так далее, но
у меня большая привязанность к такой игре, как шахматы, и в ней очень важен decision making на каждом шагу, на каждом ходу. И в Хардстоуне эта вещь очень важна, скажем, для игроков. И как мне нравится теорикрафтить по поводу любой игры, поэтому Hearthstone сочетает в себе все, что нужно для того, чтобы игра нравилась мне. И особенно она сочетает то, что я могу играть в нее во время FQ. Ну а успехи, не знаю, я не взял топ-1, к сожалению, не было достаточно времени, но хотел. В принципе, мне нравится то, чего я добился. Ну, я думаю, ты косвенно ответил на этот вопрос, так как ты любишь теорикрафтить, а это как бы одна из основополагающих этой игры. Ну, давай, наверное, завершим на этом, и что бы ты хотел сказать напоследок? Напоследок я бы хотел сказать спасибо всем нашим фанатам, которые болеют за нас на протяжении сколько бы то ни было времени. Надеюсь, что вы будете болеть за нас еще очень долго, никогда не бросите нас. Смотрите Spring Split. Надеюсь, что мы покажем достойную игру, даже при том, что у нас было недостаточно времени для тренировок перед первой неделей, потому что у нас были отпуска. Спасибо вам еще раз, спасибо спонсорам, спасибо Дарине за то, что поддерживает меня и наставляет на путь истинный. До свидания, ребят. Спасибо, что посмотрели это интервью. С вами был наш лесник Diamond Prox.